Дорогие друзья, здравствуйте! Вы на канале Давай запишем, с вами Александр. Сегодня вашему вниманию еще один обзор домашней студийной акустики. И на сей раз это представители от компании Mackie. 5-дюймовая модель CR5X и ее полное повторение с модулем Bluetooth. Приступаем. Некоторое время назад мы снимали подобные колонки, но с 4-дюймовыми динамиками. И надо сказать, что они нам вполне понравились, так что ожидания от сегодняшних пятерок самые оптимистичные. Необходимо отметить, что оба эти экземпляра также относятся к мультимедийной акустике, а отсюда такой небогатый набор возможностей по настройкам. В частности, управление громкостью и переключатель выбора позиции активной, то есть главной колонки. Если вдруг кому-то это непонятно, объясню проще. Эту колонку вы можете сделать как левой, так и правой, в зависимости от того, где у вас находится розетка 220 или же какой рукой вам привычнее накручивать громкость. Понятно. Ну а вторая колонка пассивная и полностью зависимая. Поэтому на ней нет вообще ничего, кроме соединительных гнезд. И никаких 220 ей, разумеется, не нужно. По коммутации с этими колонками все просто и понятно. Балансные небалансные джеки, небалансные тюльпанчики и небалансный стерео мини-джек. То есть сюда мы подключаем нашу звуковую карту, сюда можем напрямую отправить звук с компьютера, а в это гнездо хоть мобилу, хоть любое другое звукоиздающее устройство. Кстати, с аудиопроводами нам с вами мучиться не придется. Они любезно предлагаются производителем в комплекте, как и, собственно, соединительный шнур. И коль уже заговорил о комплектации, то непременно добавлю то, что к этим мониторам даются еще и вот такие изоляционные подушки, что очень и очень здорово. А также неплохой комплект ПО. Это Pro Tools First и набор плагинов из коллекции Mackie Musician. Ну и славно. Ну а спереди на главных колонках видим ручку громкости, которая одновременно является еще и ручкой включения, и выход на наушники на мини-джеке. И здесь надо знать, что при подключении наушников динамики автоматически отключаются, то есть работаем спокойно и не тревожим своих домочадцев. Теперь давайте пробежимся по цифрам и уже потом отправимся слушать эти колонки в работе. Значит так, обе версии имеют в пике 80 Вт, максимальное звуковое давление 105 дБ на пару, кроссовер у них выполняет свою работу на частоте 3 кГц, и что касается частотного диапазона, то это 50-20 тысяч Гц у пятерок без Bluetooth и 51-20 тысяч у колонок с Bluetooth модулем. Куда девается этот 1 Гц внизу, непонятно, хотя не такая уж это и заметная потеря. И, наконец, самая интересная цифра – деньги. Внимание! За пару колонок CR5X нам с вами нужно будет выложить 29 300 рублей, а если захотим иметь и беспроводной прием, придется добавить почти 3000 рублей. Вот так. Ну что ж, друзья, будем слушать. Сравнивать по звучанию в обычном режиме их, наверное, смысла большого нет, поэтому просто послушаем любую пару на фоне оригинального звучания музыки. Но единственное, что мы все-таки сделаем сейчас, это сравним звук, идущий по проводу и летящий по воздуху. Будет ли потеря качества? Давайте выясним.
услышали. Все выводы сделаем в финале. А сейчас к основному тесту. Друзья мои, резюмирую. Первое и самое главное. Наш микрофон, к сожалению, не сумел передать в полной мере то, что на самом деле нам удалось услышать. В реалии, друзья, все было несколько сочнее и жирнее. Второй момент. Колонки играют достаточно громко, и если с ними работать в помещении метров 8-10, то вам их вполне хватит для любых целей. Третье. Фазоинверторы, как вы заметили, у них находятся сзади, поэтому напоминаю, что плотно к стене их ставить не рекомендуется, иначе будете получать искажения по низким частотам. Четвертое. Выход на наушники. Если хотите, чтобы работа была максимально комфортной, то наушники должны быть с сопротивлением не более 80 Ом. В противном случае слышать будете, но громкости может уже и не хватить. Пятое. При передаче через Bluetooth был замечен незначительный подъем в среднечастотном диапазоне, но это вряд ли будет вам мешать слушать свою любимую музыку. В целом, что по проводам, что по воздуху, играет вполне нормально. Наконец, шестое. Внешний вид. Сделаны они из цельного МДФ, смотрятся очень привлекательно, ну а что касается дорого или не очень, это, друзья, товарищи, решать вам самим. На этом наш обзор завершается. Пишите, комментируйте, спрашивайте. Всем больших творческих успехов и до новых встреч на нашем канале. Также относится к мультимедийной акустике. А отсюда такое небогатое... Заново. Да, весь кусок. Готов? Просто мне не понравилось все мои вот эти вот взмахи крыльями, совершенно ни к чему. Руки внизу и пускай будут внизу. Поехали.